Привет, друзья! Это не очередное видео на этом канале, видео о новоделе. У нас очень мало видео на канале про новодел. И это видео, этот объект, большой объект, он не попал в основную некую программу нашего канала, в основные плейлисты, где мы с самого начала и до конца поступательно что-то делаем. Такие плейлисты у нас по реставрации потолков с лепниной. А здесь новые карнизы, новые розетки, новодел. Меня не очень это всегда не очень интересовало и никогда не было чем-то таким, что цепляет, что тебя как бы тащит некий вайб. Для меня этого не существовало никогда в новоделе. Скорее всего, это связано с детством. Я думаю, те, кто меня смотрит, вот те зрители, кто смотрит, те приблизительно, может, и имели что-то такое в детстве. У меня некая детская травма насчет нового существует. Я, будучи маленьким, я хотел конструктора, а мне дарили рубашку. Новую рубашку с колючим воротником, который там наглаживали, крахмалили там. Я хотел там новую игрушку, а мне дарили, правильно, рубашку с колючим новым воротником. И так длились годы детства. И почему-то, видимо, именно поэтому новое всегда вызывает какое-то некое внутреннее отторжение. Нравится больше старые потолки, старое что-то, контакт с ним. Да? Вот дети в контактном зоопарке, да, чтобы они гладили животных. Так и тут мне нравится гладить старое, щупать его, ощущать и так далее. Но довелось таки нам выполнить некие работы довольно серьезные в большой квартире с большим количеством помещений, новые штучки. Я бы не делал это видео, но собственники квартиры, они знают о том, что у нас есть YouTube-канал, и говорят: слушайте, а вы не снимаете разве видео? Я говорю: да, что-то нет, не снимаю. Ну, поснимайте хоть что-нибудь, будет на памятном видео. Ну, в таком духе. Я думаю, ну ладно, мы выполнили большую часть работ. Фактически все уже вытянуто, смонтировано, и осталась эта половина под отмазку. Девочки отмажут, да, и девочки отмазывают. Я работаю здесь с товарищем. Этот товарищ желает оставаться неизвестным. Большую часть работ по протяжке, по изготовлению и по установке мы выполнили с ним. Ну, он не хочет участвовать в видео, это его право. Ладно, давайте посмотрим, чего есть. Сначала скажу, чего есть. Это все обрывочно. Я снимаю уже практически в конце, и что-то я еще чуть-чуть поснимал для себя, так что я потом в конце накидаю просто все пачкой, как-то то, что наснимал. У нас больше 10 помещений, 5-6. Недавно еще один добавился. 6 видов карнизов. Из 6 видов карнизов самый маленький это 15 на 15, и он единственный, который изготовлен и установлен одним элементом, то есть труба такая, да. То есть низ, падуга и верх, это один карниз. Все остальные карнизы, вот как вы можете видеть, вот здесь у меня над головой, да, все остальные карнизы, они многосоставные, потому что некие у нас карнизы имеют размеры там 50 на 55 высота на ширину по потолку. Такие карнизы нецелесообразно и абсолютно неправильно ставить такими огроменными лосями тяжелыми. Это нереально и не нужно никому. И поэтому мы изготавливали их из частей: верх, падуга, то есть центральная часть, низ или несколько низов. Есть такие варианты тут тоже. Соответственно, при погонаже в метров 120-130 общем у нас получается до полукилометра деталей установлено. Это не то чтобы так уж много, очень много, но это и немало. Очень мало, да? Да. Так, посмотрим, покажу чертежи, которые здесь у нас работали, и покажу, что уже поставили и что уже отмазали. Потому что что-то поставлено, большинство поставлено всего, большая часть, но отмазана где-то половина у нас. Ну вот такой, я не знаю, мне некуда здесь встать, чтобы прям заняться серьезно. Вот такой карниз у нас будет, труба тут еще. Вот такой огроменный. Я смотрю, тут 55, 325, середина 217. Просто огромный, мы уже занялись его изготовлением. Еще какой-то огроменный. Они из 3 частей составлены. Так, вот такой карнизец. Это у нас для санузлов. Специально сделали его из частей
Потому что вот здесь, в этом месте, здесь несколько санузлов, и здесь где-то обычно проходит вентиляционное как бы отверстие. Там будет, ну, как бы крышечка для вентиляции, вот эта вот штука, которая заслоночка, задвижка. И чтобы ее обойти, сделали модульно. Здесь как такового проекта, особого проекта здесь, он когда-то раньше был, но сейчас в данный момент его нет, и поэтому карнизы мы просто согласовывали, рисовали и согласовывали с заказчиками. Вот такой вот он из раз, два, три, четыре, из 5 частей, например, вот такой вот карнизец есть. Ой, а тут, наверное, будет даже не увидеть. Это я уже покажу, наверное, ну он какой-то огромный. Опущу его вниз, может так, вот видно. Вот такая у него только нижняя часть, вот огроменная. 220. Вот такой он. Падуга огромная, вот верх его. Прихожая и так далее. Вот такой карнизец. Ну, он тоже вот 270 и 180. Это 45 получается, 45 сантиметров. Ну, огромные детали, что они тяжелые, огромные. Естественно, что мы их не высушиваем полностью, потому что здесь не идеально подготовлены потолки под установку. То есть есть какое-то что-то. Значит, какие-то виды карнизов. Вот я показывал большой, очень большой. Высота, кстати, про высоты. Здесь вот 4,20 где-то до 4,50. Высота в разных комнатах по-разному чуть-чуть. Вот не отмазанный установленный такой карниз. Вот он. Вот так выглядит. Вот он же, но отмазанный уже. То есть это полностью готово под покраску. Вот. Это большой, я не по 45, да, он на сколько? Это тоже, наверное, 45 или еще что-то как-то вот так. Здесь подобный карниз, но здесь использовали еще розетку, захотели собственники. Ну, розеточка, хорошо. Как без нее как-то было более строго, что ли. Она тут есть. Ну ладно, есть и есть. Но без нее как бы вот этот карниз, это большинство карнизов, особенно крупные карнизы, это копии, уменьшенные некие копии по подобию исторических, а мы в старом фонде. Естественно, мы находимся в старом фонде. И здесь есть исторические большие карнизы, которые еще больше, там, по 70 сантиметров. Но такой вес на гипсокартонный потолок не круто. Поэтому мы их уменьшали. Мы их уменьшили, но все равно оставили им жирку чуть-чуть, чтобы это было жирненько. Так, потому что высота очень высоко, и, грубо говоря, он 50 на 50, он же не смотрится как 50 на 50. Мы сейчас смотрим с высоты, фактически, вот так будет с высоты моих глаз. Вот. Он смотрится как будто бы в стандартном старом фонде, где высота 3,30, 3,20, 3,40, и где карниз будет где-то 30 на 35, 30 на 40. Вот из-за того, что перспективное искажение, оно не оно, ну где-то приблизительно так это работает. Это санузел получается, и вот многосоставной такой, он из многих частей, получается у него 3 низа, потом отдельная падуга выходит и отдельно вверх, вот так. Я покажу на неотмазанном потом. Там не отмазан, там лучше видно, просто там стыки видно и все, как оно проходит. Вот так. А вот здесь, в принципе, вот не отмазанный. Вот не отмазанный, вот так это выглядит. В таком состоянии. Так оно и было и там, конечно же. Вот так. То есть получается линия широкая, начало, потом специально раздвинутая. Дальше покажу почему. Потом специально раздвинули, чтобы у нас было какое-то изначальное положение, изначальный размер, и мы могли его пропорционально раздвигая от падуги и сдвигая чуть вниз, мы могли пропорционально вот эти вот тоненькие как бы пластины чуть-чуть раздвигать, сдвигать, формируя нормальное соотношение высот между падугой, низом и коробочкой вытяжки, которая будет. Покажу сейчас. Ой, тут нет света почему-то. Вот тут сдвигали вверх все. Потому что мы рассчитали, чтобы у нас по сантиметру должно было оставаться между как бы крышкой вытяжки вот этой и деталью самой. Вот здесь как бы вот подчиняясь этому расчету, мы его весь сжали, как бы модульный. Его можно вот так сжать. Вот так получилось. Вот здесь тоже не обмазанный. Маленький санузел. Вот комната предстоит в работу. Там есть прикольная труба, которая пойдет у нас за
карнизом мы продумали, чтобы можно было обернуть чем-то труба отопления, чтобы можно было фольгоизолом обернуть, чтобы у нас падуга прошла. То есть хорошо, что мы здесь, собственно, рассчитывали и придумывали карнизы, потому что мы смогли это учесть. Это хорошо. То есть мы сможем ее обойти и еще и как бы теплоизолировать, чтобы она не оказывала воздействия на гипсовый карниз сюда. А вот, собственно, с чего плясали. С этими модулями. Здесь отмазанный карниз. Полностью отмазано все. Вот. И вот там видно. Я подниму повыше, я надеюсь, видно. Вот это вот положение, как пойдет коробочка сама, как пойдет крышка. То есть она пойдет где-то сантиметр от падуги и сантиметр от нижней части. А вот пластинки, которые заходят, мы их чуть дальше продлили, потом, когда буду устанавливать крышку, аккуратно их обрежу просто и все. Вот так. Сейчас еще выше поднимусь. Ну, надеюсь, что-то там видно. Вот именно вот ради вот этого места затевался весь этот карниз по всей квартире, по всем санузлам. Чтобы можно было это адекватно обойти, чтобы не врезаться тупо как-то и глупо. Ну, в целом, в отмазанном виде это выглядит вполне прилично. Это покрасится и будет очень даже вполне себе, возможно, и неплохо. Хотелось бы верить. А вот буквально на днях я говорил самый маленький. Вот 15 на 15, как выглядит тут, наверное, 4,30. Я думаю, что высота где-то может быть 4,30, 4,40. Вот 15 на 15, как он выглядит. И здесь он смонтирован, да, он целиково поставлен. Ну, потому что можно было это сделать здесь. Он маленький. И поэтому вот так вот. Конечно же, это намного быстрее. Это в 3 раза быстрее, чем монтировать из 3 частей. Конечно же, то есть не просто же карниз, а вот эти большие карнизы, они как бы, если он из частей, то, соответственно, тебе на каждую часть нужно затратить усилия ровно столько, сколько на одну вот эту. То есть это деталь поднять, примерить туда-сюда, короче, при монтажике, приустановить, подустановить, в общем, вот. Пойдем, тут у нас шуршат есть кое-кто. Шуршат кое-кто. Здравствуйте. Здравствуйте. Нам запретили разговаривать. Я им запретил разговаривать. Пойдем. Сам говорит целыми днями. Я не то, чтобы им запретил разговаривать. Они здесь стоят в колоколе под потолком, а там звук на всю квартиру распространяется. Они трещотки знатные. Здесь полностью все смонтировано, они пошпаклевали уже. То есть отмазали, пошпаклевали, сейчас просто пошкуривают примыкание к углам и к розетке. Розетка 2 на 2, угол 110, по-моему. Высота, карниз, я не помню, не хочу смотреть. Он огромный, короче. Он огромный, он из 3 частей. Тоже то же самое, все то же самое. Но усложнено порезкой. Еще здесь идет порезочка такая. У нас вот она поверху прошла. Вот так. Вот так это выглядит. Ну, в принципе, норм. Наверное, норм. Розетка, конечно, такая серьезная. Очень серьезная. Она состояла из... Где-то я вставлю потом видео, из чего она состояла. Наверное, надеюсь. То есть она из многих частей. 4 части по кругу. Центральная 5, 6, 7, 8, 9. 9 частей. Большая комнатка такая. Розеточку без центра смонтировали. Розеточка 2 на 2. Вот такая. Тура у нас 2 на 2 получается. Вот это. И, соответственно, розетка такая же, 2 на 2. Ну, в таком виде, понятно, что когда это все заделается, оно будет не так. И она полностью уже смонтирована, приклеена, не отмазана. Но центр убран, чтобы туда крюк можно было вставить. Как-то получилось так, что надо его сейчас вставлять. Центр вот здесь тусуется. То есть потом будет там, будет весело. А тут порезочка уже ставится. Карниз где-то 40 на 40 у нас. Высота 4,5 метра. Приблизительно 40 на 40, может чуть больше, это не суть. В общем, с человеческого роста это выглядит вот так. Вот такой карниз, там будет порезка, а дальше пойдет. Только сейчас начал ставить углы, вот такие. Ну, собственно, розетка. Что у вас происходит? Ну, вы что там? У вас что-то не то происходит. А вот, короче, потихоньку, вот розетка приросла у нас. Наконец-то. Я знаю, что мигает. Ничего такого. Вот так он в целом уже выглядит. Еще не отмазан где-то там в углу чуть-чуть, но в целом вот. И вот так уже отмазанный фактически угол. И тут угол розетки отмазанный. Ну, посмотрим на нее потом в конце, какая она будет. Ну да, 4,50 и вот эти огромные углы, а он больше метра вот так.
И они кажутся совсем не огромные, ну и красиво порезка, конечно, смотрится. Она маленькая такая, ну, как бы, вроде норм, ничего так. И здесь было затруднение, и нас ждет еще затруднение еще в одной комнате, в большой. А я потом по ходу расскажу, наверное, не перегружать. В общем, вот, это уже некоторые готовые помещения, вот это фактически готовое помещение под покраску. Вот. Ну так, наверное, это хорошо выглядит и красиво, я думаю, что. Вот это, здесь света нет, вот я вернулся в это помещение, мы будем здесь работать, и здесь будет лепнина еще больше, чем вот я был вот в этом помещении, получается. Вот там они, девочки стоят, я был там. Здесь такое же помещение, здесь, по-моему, периметр 21 метр, что-то такое. И здесь будут тоже огромные карнизы, чтобы перекрыть трубу, естественно, ниже нее. Часть уже изготовлена. Часть деталей, часть комплектации. Здесь будет розетка, здесь будут огроменные углы, просто огроменные углы. И это все усугубляется таким моментом, что мы там уже проделали эту работу, вот в той комнате. Здесь нам предстоит, скорее всего, ее проделать. Я разверну на себя. Короче, здесь был когда-то... ремонт в этой квартире, как оказалось, длится уже несколько лет. Мы просто пришли уже к какой-то некой завершающей стадии. Со своими лепнинами, лепнины свои притащили. Вот, а это все начиналось, были какие-то проекты туда и сюда, но по ходу действий туда-сюда, туда-сюда. И монтажники гипсокартона, те, кто монтажировал гипсокартон, а они сделали не везде, а только некоторые помещения, ну, короче, такой долгострой здесь. Они использовали потолочный гипсокартон 9,5 мм. Я для упрощения буду говорить не 9,5, а 9 мм. Для упрощения, повторяю. Я знаю о том, что они все по полмиллиметра. 6,5, 9,5, 12,5. Угу. Так вот, используя 9-миллиметровый, 2 листа. Детали, обычные детали. А здесь детали мы изготавливаем только карнизы и устанавливаем. А все детали, все розетки, все углы, они покупались в разных местах по городу. Но естественно, что объединяет их одно. Врезные детали изготавливаются чуть тоньше, чем гипсокартон стандартный, чем 12 мм. Угу. То есть они могут быть 10, 11, 11,5, толщина, собственно, детали самой, толщина плинта. А гипрок 9. Мы не знали, когда мы взялись за работу, посмотрели там, вроде все нормально, при нас доделывали какие-то потолки, и мы уже так вписали, делали, когда дошли до вот помещения, где девочки там работают, оказалось, что там 2 девятки гипрок. И здесь, скорее всего, тоже. Мы даже не трогали, но, скорее всего, так и будет, потому что они по образу подобию, комнаты одинаковые. Ну и чего, мы раздевали, вырезали все, выкидывали эти девятки, усиления делали внутри из фанеры закладные, и потом добавляли шестерочку, реставрационный гипрок, 18 минус 6 получалось 12, и туда уже нормально вставали все наши детали. То есть геморроя получили знатно. Ну, вышли один раз из положения в одной из комнат, и в этой тоже, скорее всего, таким образом и выйдем из положения. Но я уже поснимаю и покажу, наверное, вот эту комнату, как чего будем делать, более так, хоть как-то детально, чуть-чуть. Ну, потому что она самая сложная. Здесь очень много всего. Там меньше, в той, где мы были. У нас есть уже изготовленные, уже высохли давно. Так, была пауза, думаю, давай подделаем, чуть поделаем. Изготавливаем, естественно, прямо в квартире. И мы смогли их изготовить и подсушить. Это у нас низа, тут пойдет еще порезка. Тут будет, по-моему, яичко, ионичек будет. Вот, пыльное все. Но зато сухое. Сухое, все прекрасно, замечательно. Сухие детали как раз у нас по метражу уже натянуты сюда, в эту комнату. Кое-что происходит. Здесь мы подтягивали тут маленький карниз, и у нас рабочий стол, он завален, естественно, потому что у меня происходит вот здесь процесс. Сегодня суббота, сегодня мой напарник не вышел, и я один тяну вот эту вот дичь. Я к нему вернусь, а хотел показать ей вот что. Сейчас достану шаблончик. Это верх. Вот он, вот это верх. Это будет верх. Это пойдет вот так к потолку, вот так. Вот так вот. И он тоже, это реально огромная деталь, она, если ее изготавливать целиком, тяжелая, поэтому я не срывал эти подложки, они уже не нужны, но они здесь есть. Можно будет вот так располовинить подложку и какой-то из этих, какой-то угол вот сюда использовать, вставить вот сюда вот.
чтобы сделать такую шляпочку. Вот так вот сделать, шляпу такую. То есть облегчить, сильнее бы облегчить, хотя бы 30-40% минуснуть отсюда веса, чтобы это можно было поднять вверх. Потому что если вот так делать, то метр будет весить в 30-40. Это очень много для гипрока. Я не сказал по гипроку, ну потом чуть позже скажу, как там устроено. Когда поднимемся туда повыше, я покажу это, скорее всего. Когда поднимемся на тот оставшийся потолок, я покажу, как устроено, собственно, по всей квартире, как устроено. Как здесь придумали устраивать потолок в старом фонде они. Ну, в принципе, даже неплохо. Ну, ладно. Это такой верх. Вот он, большой. Тут 20, скорее всего, 20 на 7. Что-то такое. Высота. Я заканчиваю. Мы с товарищем тянули. Но я сегодня парочку раз сам дернул детальку. Она большая. Она вот так, по-моему, огиб у нее 40 с копейками. По-моему, вот в таком вот ключе она у меня, по-моему, 32, что-то такое. Ну, она большая. Ну, в принципе, можно одному тянуть. Ну-ка, я двину деталь, запихну туда. Во. Вот такой вот каретка, нож. Вот так устроено. Я скрутил ее, не сваривал. Я не умею варить особо. Хотя сваркой недавно разжился. Туру подваривал. Но я скрутил на болтах там и так далее. Ну, получилось это крепко, это получилось надежно. И это, в принципе, не болтается. На таких-то упорах это болтаться не должно и не может. В принципе, деталь получается норм. Хорошо. Я один могу ее довольно-таки, ну, без особых затруднений осилить, протянуть ее. Вот такой огромный. Момент еще. Мы старались с некой эффективностью подходить к этому всему. И у нас был план продвижения по комнатам, поэтому мы начинали с более маленьких падуг, они же все составные в большинстве у нас, да? Мы начинали с более маленьких и поднимались вверх, чтобы использовать нашу подложку. Здесь она скручена на 2, то есть ее усиливают еще 2 бруска, вот так вот они. Вот один брусок, вот второй брусок. И вот видно, тут одна подложка была, потом еще одна. Вот она, тело подложки. Еще одной. Потом порубили, нарубили еще. Приклеили гипрок и еще одну подложку накинули. То есть вот такую. Еще одну. То есть не меняя, не сбивая ничего, постепенно наращивая. Ну, используем для изготовления других деталей. Вспомнил, что думаю, у меня же не срежиссировано, я не суперблогер, у которого есть толпа там чуваков, которые трутся и которые занимаются там съемками, тем. Я снимаю, просто показываю, что есть. И из головы все делаю. Еще одно помещение. Здесь несимметричная розетка, поскольку тут какие-то расчеты, тут будет мебель, тут то, тут это, тут какие-то светильники. Короче, тут несимметричная розетка. Ну ладно, не суть в ней. Вот такой карниз. Он состоит из многих частей. Здесь низ есть. Здесь есть фриз, я потом подниму повыше, чтобы хорошо рассмотреть. Здесь есть вот такой вот таким, как бы под углом, то есть не падуга, как бы уголок, вот такой профиль у него. Угол, потом еще одна деталь на потолке и еще одна маленькая деталь. То есть он из многих, 1, 2, 3, 4, да, 4 детали плюс фриз. Ну так. Вот так выглядит вблизи. Вот так вот я поднял максимум вам, чтобы видно было. Вот так, вот такой карниз. Вот эти пропуски между деталями, самая верхняя, потом вторая, да, и потом уже угол, и там пропуски. Здесь есть кое-где оставались еще исторические потолки, они все с такими, как бы, углубленные поля, такие кессонированные такие, с плафонами. То есть, когда потолок переходит в карниз через, как бы, утопленное поле. Угу. Такие, ну, я думаю, вы понимаете, о чем я хочу сказать. И чтобы сохранить хотя бы эту тенденцию, мы вот сделали здесь так. Потому что доращивать готовые потолки, доращивать и как-то приходить, не надо было бы доращивать их еще реставрационным гипсокартоном, увеличивать вес и увеличивать трудозатраты и время затраты. Ну, собственники не пошли на это, и мы сделали вот так. Я думаю, после покраски, я думаю, что мы доживем, надеюсь, что мы доживем, надеюсь, хотелось бы дожить до покраски, и что покраска попадет в это видео, и мы сможем увидеть, как это будет выглядеть уже после, в готовом для эксплуатации виде. Ну, в принципе, наверное, норм, отмазать надо только, ну, ничего такого. Хорошо, вот, собственно, экскурсию я провел, показал, что уже сделано, и чуть-чуть там еще предстоит что-то сделать.
Так, как и говорил, мы приступаем к этой комнате. У нас было вытянуто низа почти на всю комнату, но это было давненько, оно уже высохло, низ высох. И пересобираем, многократно пересобираем эту самую. Ну, давайте я сзади посмотрю. Эти покажу. Товарища не показываю, он не хочет сниматься в видео. Вот. Вот он низ, вот она, сменная эта штука. 1000 раз же меняли, и это работает. Рассчитан размер всей каретки был под то, что мы будем использовать под самые большие наши всякие, вот эти вот вставочки, под все самые большие шаблоны, кроме падуг. То есть там целая пачка, все такие плюс-минус. Вот такие плюс-минус. Вот все профиля, они заходили туда, в эту кассетную штуку. Вот. Вот высохла она. Посадочная под порезку. Нашел кусок порезки, порезка давно отлита, порезка будет вот такая здесь. Вот такая порезочка. Она потом снизу не будет так заметно, а сейчас заметно. Чуть больше сделали, потому что тут наклон. Вот так наклончик, чтобы было. А ну-ка я тень сделаю, вот так. Вот он наклончик. И она будет как бы вот так нависать, собственно, вот так будет стоять. Не так, а вот так. Ну, чтобы смотрела как бы на зрителя. Так, часть здесь мы поставили. Часть поставили, обошли пока спуск трубы. Ну, тут нельзя было так делать, неважно. Мы уже не влияем и не влияли никак на конструктив. Мы не могли на него повлиять, поскольку он сделал был года 2, наверное, назад говорили. То есть мы уже работаем с тем, что есть. Обошли, выпилили в детали, в нижней, выпилили углубление под трубу. Так она и пройдет. Уже по-другому мы ее никак не пропустим, и так она и будет. Низа поставлены, на низа уже пошли падуги. Высота тут, по-моему, 45, наверное, где-то на 50 будет. Вот так. Сама падуга, сама деталь, она, по-моему, 31 или 32, что-то такое сюда, и там еще 20 где-то будет. Ну да, где-то так, на 50. То есть вот низа уже можно сверху ставить, через подкладочки, нормально. Вот так, такое движение потихонечку. Потом будем ставить падуги. Тут момент такой. Естественно, чтобы перехлест швов существовал, это нормально. Но здесь вот эта стенка, она трапеция. То есть здесь было 2 точки у нас таких. То есть где правило прям очень сильно гуляло. И здесь вот от этой точки туда идет где-то миллиметров 5 спуск. И туда миллиметра 3 спуск. Поэтому мы выравнивали. Сначала закинули низ на вот этих точках, а оно видно снизу. Вот, я думаю, видно снизу, где прислонилась прям тяга, прям к низу. Там такое же место, вот здесь, вот тут. Такое же место, прям тяга плотно лежит на стене. И вот эта вся щель, это и есть вот это вот выравнивание. Соответственно, мы тягами выровняли немного, поскольку здесь просто на клею, на клеевой смеси. А вот здесь я подставлял арголитину. То есть я подставлял арголит, накидывал больше смеси, еще на арголит. То есть здесь плюс 4 миллиметра где-то. Тут было 5-6, наверное, но плюс 4 сюда сыграли. То есть чуть-чуть выровняли. В идеал равнять надо было в нитке, у нас не стоит такой задачи. То есть идеально выровнять. Ну, идеально выровнять, это значит увеличить нижнюю полку. Мы так не делали. То есть, ну, как бы задачи такой у меня не стояло. Задача чуть-ка подровнять. Ну, собственно, как поговорили, показали существующее положение дел по этой стене. Там так гипрок поставили. Говорят, ну что уже, делайте нормально. Нормально делай, нормально будет. Вот так и делаем. Поэтому нижние были поставлены вот так, чтобы разбежечку хорошо сделать. А вот центральная падуга была поставлена ровно, хорошо. Тут у нас 2,45 она. И там как раз было 2,40, наверное. Да, 2 листа гипрока, скорее всего. И там где-то профиля. И вот падугой мы как раз закрыли вот эту яму, которая между этими точками. То есть тут подъем, ямка и спуск туда. Ну, в плоскости вот этой стены. То есть она неровная. Камера не увидит, наверное, вот так. А можете увидеть. Вот эта вся щель, которая есть снизу, вот это вот все неровность. Ну и так потихонечку низ закинем. И мы используем подкладочки здесь. Ставим подкладки. Потому что мы со спинами, вот товарищ несколько дней не выходил, а я тоже чувствую спина, тяжело поднимать, детали тяжелые, друг другу пока передашь их, там одному балансировать с ней, детали тяжеленькие такие.
Поэтому подкладочки проще. Сделал подкладочку 2 мм ниже, деревянную вкрутил, потом деталь поставил по отбивочке и чуть-чуть клинышками уже выравниваешь, ставишь как надо и приклеиваешь, и нормально. Вот так, потихонечку. Ждет еще обматывание трубы, но к этому еще моменту мы подойдем. Сначала низа надо, а потом уже с трубой поиграться. Ее надо будет как-то изолировать, тепло, чтобы тепло не распространялось сюда, в падугу, чтобы не отторгало ее, ну и не воздействовало сильно. Вот так. Так, падугу поставили. Осталась вот эта стенка, где труба. Ну, самый геморрой на этот самый, на последующих, да. Ну, там еще будут детали, но в данный момент самое геморройное место. Надо обойти трубу. Мы при проектировании, когда мы разрабатывали, придумывали эти карнизы, как они пойдут, мы учитывали эту трубу, потом вырезали шаблон из картона, примеряли, просматривали и еще даже больше увеличили. Сейчас там от трубы до тыльной стороны карниза где-то около минимум сантиметр. Минимум. Рука вообще проходит вот так. Ну, классно. Мы обернем вот этой вот штучкой, вот такой. Сначала обернем, потом, ну, придется разрезать, естественно, потом вот этими для электриков, вот этими стяжками подстянем, все, и будет хорошо. Для чего? Защитить карниз от воздействия, не то чтобы от тепла, тепло это неплохо, а вот перемена, какое-то изменение. Сейчас труба горячая, да, а потом она станет холодная, то есть расширение, сужение. А потом опять в следующем сезоне, сейчас зима, а в следующем сезоне, там, скажем, осенью будет холодная, а потом резко станет горячая. И вот это будет плохо воздействовать на карниз, на гипсовый карниз. Да, на любое что-то это будет плохо воздействовать, когда будет вот это вот резкое изменение. Поэтому оно, может, и так будет воздействовать, но намного меньше будет воздействовать вот с этим вот с уплотнителем, с этой вот штучкой пенной. Намного меньше будет воздействовать, чем если без нее. Поэтому мы ее туда применим. Вот видно, как вот там сверху обернули, попробовали, как это работает. Да, это будет работать. Обернем все аккуратно и потом уже зашлепнем сюда деталь. Ага, а вот решили примерили, взяли палочку, выручалочку. Вот так заделали, закрыли. Все закрыли. Тут все проходит вон мне. Вот, палец сюда влазит. Тут же это самое крепление трубы. Все классно, супер. Да, попытка убрать этот удар тепловой, когда смена сезонов. Сюда чуть расковыряли гипрок, запихнули поглубже, поскольку она же будет двигаться. Сейчас она в более длинном состоянии, сейчас тепло. Там она сузится, и она будет ходить. Все классно. Вот. Ну, защитились. Таким образом, все у нас проходит. Замечательно. Угу. И сейчас деталь цельный. Постараемся цельную деталь. Сюда прям сколько вот хватает нам цельной детали, чтобы не было здесь какого-то сопряжения двух деталей, чтобы отмазки не было. Пускай цельно так будет. Ну вот. Вот все и поставлено. Сохнет, пускай сохнет. Потом, сегодня суббота, через день мы займемся изготовлением уже верхней части вот этой шляпу. Будем делать шляпку, странную шляпку. Займемся ею и будем ее сразу со стола, скорее всего, так тянуть и сразу ставить, чтобы ее не успела высушить и покрутить. Она тоже будет большая, 20 сантиметров. Но снизу она будет маленькая, но на самом деле она большая. Ну вот эта часть готова. Вторая часть карниза уже готова, средняя. Так, подсохла. И Саша, видно, промазала нам только низ там, где будет ложиться порезка. Чтобы под порезкой, с порезкой там будет ионик, чтобы с ним вместе не мазать. Удобнее вот так сразу промазать, забить вот эту щель вот внизу, и там пойдет порезочка, потом и все, там уже готово, считаем, там намного легче будет работать. Так что у нас чуть-чуть подготовлено, и мы будем делать сейчас вверх, крайнюю, вот эту вот верхнюю шляпу. Так, а вот, берем сетку, мы еще не делали. Уберем сеточку, чуть-чуть сеточку, так. Вот такая шляпа получается, шляпка. Ну, она, не ругательная такое. Укололся. Ух, сразу укололся. Острые штучки там. Вот такое сечение у нее получается. Ну, как шляпа такая, да. Шапочка. Такая шапочка. Ну, я думаю, мы украли отсюда 40% минимум массы. Может, больше даже, чем 40. Но посмотрим, что получится. Ну, так было бы очень много, так как это очень толсто. Но вот с подложкой такой, ну, наверное, да, 40%, думаю.
будет намного легче, чем если бы мы этого не сделали. Попробуем такую шляпку. И да, их надо тянуть и со стола сразу же ставить, потому что если мы ее будем где-то хранить, сушить, то она довольно тонкая. Здесь старались по 1,2, по-моему, сантиметра убирали. Ну, в таких вот этих вот местах максимальных. По 1,2 сантиметра. Ну, ее может раскрутить, если она будет сохнуть где-то там. Ну, скажем, не на месте. Чтобы избежать, будем тянуть и ставить. А вот. Вот и деталька готова. Вот такая. Ну, посмотрим, как это будет работать. Мы будем стараться сейчас разметим туда-сюда и постараемся. Сможем поставить сегодня, поставим. Не сможем, значит, так она будет ночевать до завтра на подложке у нас. Ну, чтобы ее не покрутило, ничего, на подложке ей нормально. Она там всегда, как бы, она там родилась, там она нормально себя будет чувствовать. Так, что, помаленьку доставляем вершочек. Не знаю, как оно снизу. Ну, она будет белая, будет по-другому. Ну, наверное, прикольно. Наверное, прикольно. Вот так. Вот сколько получается. Ну, мы так прикинули, что мы больше 40%. Процентов 45 сэкономили, наверное. Поэтому они довольно легкие. Нормальные такие получаются. Ну, высохнут. Не будет такой нагрузки на этот несчастный потолок. Ну, и посмотрим, как они подсохнут. Я думаю, что не покрутит их. Такая арочная тема тут, серьезно. Пока они же приклеены, они прикручены тут. Каждый профиль 40 сантиметров на две стороны, туда-сюда. Ну, посмотрим, как это будет. Ну, сейчас это так, пока. Ну, чего, все висит. Карниз висит. Еще порезка на нем должна быть. И надо заняться сейчас, серьезно, надо заняться углами, они огромные. Розетка, углы. Пойдем посмотрим на угол, мы его чуть-чуть разложили. А будешь что? Пускай будут. Кружку свою показывать. Горят сроки, говорит, да? Кружка, горят сроки. Понятно. О, все ясно. Смешная кружка. Смешная кружечка. Короче, вот он, чувак. Это не круто. Ну как, это круто, конечно, но не круто одновременно, потому что он огроменный. Вон рулетка лежит, и здесь мы видим 160. А вот так. То есть он у нас получается 160 на 160 где-то. И вот такие мальчики, пути. Ну что, из многих частей, раз, два, центральная, 3, 4, 5, 6 частей. Тут неточности у них при отливке были, я не скажу, где покупали, это не важно. Ну, короче, но все равно есть вот так, такое место. Вот. Угу, видно, чуть-чуть не сходится. Здесь цветок сошелся, там не сошелся. И тут также у них получается тоже почти сошлось. А здесь сошлось, а здесь не сошлось. В целом нормально, но просто, ну, реально очень большой. Очень такой массивный уголочек получается. Мне даже в камеру он не лезет по-нормальному. Разве что вот так как-то его в камеру, чтобы он влез. Да. Ну, красивый, наверное, красивый. Ну, конечно, вот эти чуваки на облачках тусуются. Вон облачки у них. Ну что, шаблон примерили, я посмотрел, я думал, что все, короче, кранты. Думаю, больше середины. Я потом чуть позже скажу сейчас про это. Нет, не больше середины. Остается разница между этими углами, будет где-то сантиметров, ну, в 6, может быть, вот здесь. То есть они оба встанут сюда, а могли бы не встать, но они встанут. Вот так вот сделаем шаблон из цельного куска. Вырежем потом и начнем, потом я уже покажу дальше. Но пока вот так, это один из углов, выглядит так здесь. А могло быть очень плачевно. Мы не архитекторы, мы не дизайнеры. И здесь ситуация была такая, что карнизы мы согласовывали, придумывали их и разрабатывали их задолго до появления вот этих вот углов. То есть думали, может будут эти углы, может не будут эти углы, потом туда-сюда, потом мы как-то сделали карнизы, у нас кроме этого есть еще море работы, мы выполняем много работы, кроме вот этого новодела, кроме вот этих движений. Естественно, все в голове это путается, какого-то проекта нет. И потом докупили углы, и вот сейчас, если бы мы зашли бы этим углом наполовину, дальше половины комнаты, да, то пришлось бы там
Ну, пришлось что-то вырезать, удалять, короче, был бы геморрой. Это и к тому, что надо пытаться, стараться делать по проекту, согласовывать, и чтобы все такие действия, вот все, что связано, делали специально обученные люди. Лучше пускай любой бы архитектор, кто-нибудь бы вот это что-то делал. А так, нам просто повезло. Это было просто тупо везение сейчас. А вот здесь был когда-то проект. Я потом дальше покажу устройство потолков под этот проект. Но это другая история. Но там тоже. Но вот сейчас нам просто повезло. Это было просто везение. С тем, что мы не влезли углом в угол. Нам повезло. А могло не повезти. Да. Так. Я тут хотел сделать уточнение, показать, как чего сделано. Опять же, этот проект какой-то был, что-то было, какие-то изменения. Это было годы назад. Мы пришли сюда, когда здесь было готово. То есть в этом мы не участвовали, в том, что здесь происходило изначально. Был проект, сюда предусматривалась лепнина. Они тут где-то по ходу по центру, потом еще посмотрим, что на розетке, но по ходу по центру они сделали закладные из фанеры где-то, должны были в углах, но, скорее всего, не сделали. Там мы сейчас фанеру свою, ну, как бы, замонтировали туда. Мы сделали разбивочку, посмотрели, отбили центр на розетку сразу. Здесь это самое, обрисовали шаблон везде и одно место вырезали. Пойдем посмотрим. У нас в соседней комнате было, скорее всего, так же. Посмотрим, что здесь происходит. Да, и почему мы вырезали, почему полностью убрали. Здесь 2 листа гипрока, но я говорил, здесь 2 листа девятки. Вот они, 2 по 9. И получается вот такая картина. То есть стандартно в мастерских лепнина изготавливается на сколько правильно? На 12 миллиметров. Приблизительно 11, может быть 12, может быть 10, но вот так. Тут у нас 12 миллиметров. То есть стандартно из мастерских вырезная лепнина приходит на 12. Но здесь почему-то, не знаю, с какой целью, как, кто, когда, но по факту там 2 девятки наверху. То есть там вот такая вот конструкция, 9 плюс 9. И получается вот так. Угу. Выхода у нас, когда мы обнаружили это, мы обнаружили довольно поздно это уже, потому что думали, что как нормально там сделано, это же под лепнину делать, соответственно, нет, не получилось. Получается у нас 9-12, разница 3 миллиметра. Если мы не убираем оба листа, у нас вот такая конструкция на потолке. Что с этим делать? 3 миллиметра доштукатуривать. Возможно, теоретически можно было бы, может быть, можно было бы замонтировать лепнину, убрав один лист, то есть не прорезать следующий, не убирать ее, убрать только вот этот внешний лист и потом вот так смонтировать, как оно есть, и потом это все добрать какой-то, ну, скажем, штукатуркой 3 миллиметра. Или сколько там получится? Получится чуть больше, потому что тут еще клей должен быть. Добрать столько. Но тогда начиналась бы игрушка, поигрывание с карнизами, потому что карнизы надо было тоже вынести на этих 3 миллиметра, или это все предусмотреть, это раз, а во-вторых, здесь уже сделано, здесь уже финишная шпаклевка. То есть штукатурить на финишную шпаклевку нет. Мы сделали так в соседнем помещении, делаем так здесь. Мы убрали полностью этот гипрок, и теперь мы сюда, на его место, вставим 6 миллиметров. 9 плюс 9 – 18, деталь у нас 12. Мы вставим шестерку, реставрационный 6,5 миллиметров, вставим сюда. И у нас получится как раз вот место посадочное 12 миллиметров. 6 плюс 12 будет 18. Хотя там не 18, а 9 плюс 9. 9,5 плюс 9,5 – 19. Ну не суть, в общем. Проще называть так, 6, 9, 12, да, гипсокартон. Вот, сюда, на место этого выреза уходит у нас 6-миллиметровый гипсокартон. Сейчас, кстати, покажу. Так как здесь уже столько ресурсов зарыто и столько времени, цель у нас не стоит экономить и прям кроить каждый миллиметр, поэтому мы взяли наш шаблон и будем использовать сначала, вот сколько у нас поместилось на поллиста. Вот оно, начинали отсюда. Сначала возьмем цельный кусок, чтобы можно было поднять. Вот, хватит нам вот такой кусочек. Это все в отход пойдет. Сначала возьмем вот этот кусок, сколько-то, а остаток это у нас прямой угол. Ну, понятно, потому что внизу у нас прямой угол. То есть это все сводится в угол, и поэтому из цельного куска можно будет выпиливать. И так оно ляжет там везде, на все профиля, и плюс на всякие поддержки из фанеры. Таким образом, наверное, это такой минимально допустимый какой-то крой, короче, чтобы не тратить много времени, потому что наше время и стоимость этого материала – это чуть-чуть несопоставимые вещи, нам проще делать так.
Пойдем посмотрим на потолочек. Собрался сюда. Как мы сделали здесь, где ухи, они вот вырезали, ухо крепится. Сюда мы везде доукрепим. По кругу, когда будем крепить гипрок, мы по кругу еще доукрепим вот эти места. Ну, есть там саморез, нету, нас это не интересует. Лишний не будет, если мы еще здесь вот доукрепим, где-то еще подтянем. Сюда подтянули, подвязали к закладной из фанерки. Везде, где пустота образовалась, фанерку вставили. Фанерка 6, чтобы потом подтянуть сюда лист гипрока, чтобы это все связалось. Чтобы шестерка гипрок, он пойдет сюда, все это свяжется вместе в одну конструкцию, сюда он прикрутится к профилям, и потом вот это примыкание мы в той комнате и здесь сделаем так же. Мы проходили жидкими гвоздями, предварительно прогрунтовав. Грунтовали и проходили вот примыкание нового гипрока. Я покажу, наверное, потом. Чтобы как бы чуть-чуть связать, чтобы это все как бы было более плотно, стало более единое такое. Ну, вариантов у нас тут нет, и у нас нет смысла какого-то что-то здесь переделать. По-правильному, по-хорошему лучше было бы полностью переделать такой потолок, сделать нормально, 12 плюс 12. И этого никто делать не собирался. Конструкция здесь деревянная, там дальше деревянное, естественно, заполнение, металлические двутавры, деревянное заполнение, старый фонд. Отсюда идет минвата, скорее всего десятка, потом идут доски, потом еще ярус досок, доски так, конструкционные саморезы вижу, к этим доскам подвесы, к ним первый ярус профиля и здесь еще ярус профиля. Вот так. Это довольно крепко, это хорошо, это плотно, это классно. Вот если бы они еще нормальный гипрок взяли, они 2 по 9, вот, было бы вообще классно. Так, собственно, они сделали тут потолки. Хорошо ли это? Не знаю, наверное, неплохо, То есть оттуда как бы эта звукоизоляция хорошая получается, там, плюс здесь воздух, ну как бы тоже звукоизоляция. Плюс довольно-таки такая конструкция устойчивая к вибрациям. То есть доска, в ней доска еще одна, и потом подвес, гипрок, ну этот самый профиль и еще профиль. И, наверное, так неплохо. А вон можно отследить, когда это, да? В 2020-2021 году это делалось. А сейчас у нас 24-й. Сейчас вырежем, вставим. Как она тут ставится? Она где-то вот так у нас пойдет. Вот так как-то пойдет, вставится все. И потом остаток, у нас же прямой угол здесь, и остаток мы заполним тоже шестерочкой. Его будет просто легче вырезать. Он будет, может быть, неравнобедренный какой-то, но это не важно, это уже можно померить. Так будет самое экономное по отношению к материалу, я считаю. По необходимости еще где-то что-то подтянем. Ну, тут подтянули, тут новый подтянется. И потом по этому самому, по периметру обойдем. И будет хорошее такое основание крепкое. Ну, мы там так делали, пробовали, все, ничего не прогибается. Везде мы подтягивали. Вот шов, можно будет еще парочку сюда накинуть саморезов. И будет хорошо. А там, видимо, дальше, потому что товарищ делал, я отсутствовал. А он говорит, ну, что там еще где-то фанера. Соответственно, они под розетку, может быть, делали здесь закладную. А сюда дальше я вон руку запихиваю туда, ничего там нет, никаких закладных, ничего там нет под карнизы. Хотя говорили, что вроде бы как должны были быть. Ну, я не чувствую там никаких закладных, там я не ощущаю. Посмотрим потом, когда к розетке дойдем, как там устроено под ней. Ну, скорее всего, закладные и вот сделаны на этот самый, на куски просто направляющего профиля, вот так вот, и там просто закладная. Да, но еще лучше, конечно, еще крепче связывать всю конструкцию. И насчет того, что чем-то добирать, чтобы можно было накладывать что-то, что можно было просто поверху, да, взять просто 12 миллиметров гипрок и вот так карниз не монтировать, а под него сделать подложку, да, плюс 12, и как бы потом просто приклеить сюда наши все углы, розетки, огромное, все поприклеивать сюда и добрать просто, вырезать как бы вот эти заплатки 12, да, мы бы добавили веса, это много веса. Это давало бы дополнительный вес. Очень много веса, который, я считаю, не нужен здесь. Потому что у нас уже есть здесь 2 по 9. А еще бы 12 добавить. А еще сами детали у нас довольно массивные. Там есть вот особенно такие кругляши, вон там метровые, огромные. Он не то чтобы, но все равно это дополнительный вес. Поэтому это вот облегчение. Вместо этого мы поставим только 6 миллиметров гипсокартон. Угу. Пока все идет так, как хотелось.
Ну и осталось там, естественно, что этот самый, тут неравное расстояние, потому что у меня не было цели так сделать, там получается 147 на 148. Получится выпилить из цельного листа, получится выпилить кусок и уголок потом через какую-то переходную фанерку сделать. Лишь 120 копейками. Из листа не выйдет выпилить 140, там, 150, сколько-то. Поэтому получится кусочки и там еще, или в другую сторону. И не суть. Наверное, лучше даже так вот выпилить, вот так вот, и там остаточек в уголке еще вставить. И все, это будет полное основание для того, чтобы монтировать туда эту самую лепнину. Куски эти огромные. Вон они. Много. Очень много всего. Угу. Так, предварительно погрунтовали этим. Клеим ПВА. Просто ПВА с водичкой предварительно. А вон видно, где вы проходили, пленка получилась. Теперь этим самым акрилом оно свяжется чуть-чуть. Уже будет лучше, чем если бы так не делать. И можно будет уже сразу монтировать. Надо будет пройтись, вот эти щели заделать, так тогда можно устанавливать сюда. Вот как раз мы получили 9 плюс 3, 12 миллиметров. Клеим на GS плюс ПВА. Всегда стандартно одно и то же. GS и ПВА. Добавляем еще воду, ПВА, а потом GS. Вот, на месте он. Этот один на месте. Мы не пошли дальше, решили, чтобы ничего там особо не ослаблять. Поставить его, посмотреть, правильно ли в верном направлении мы движемся, как мы все там скомпоновали, как мы придумали, что будем делать. Да, все верно, все хорошо, все на месте. Он теперь есть. Но не видно его из-за туры. Ну, как-то видно. Вот на потолке он, конечно, очень маленьким выглядит. Его надо еще подмазать, конечно, все надо будет подмазывать, но он уже на месте, вроде бы как. Так, чего, висят, какие-то уголки висят, еще какой-то один не висит у нас, вот там вот такой размеченный. Мы, ну, так, такая у нас логистика пошла, короче, здесь вырезали мы гипрок, там есть у них закладная, вот она у них есть из фанеры. Нам пришлось выпил сделать, чтобы укрепить там для крюка место. Ну, в общем, нам повезло, здесь нам повезло. Тем, что здесь полностью полноценная закладная, полностью под весь этот самый, под всю нашу розетку. Чуть-чуть там в конце не хватило, но это чуть-чуть, мы его как бы компенсировали оттуда фанеркой. Все, это готово. Значит, мы можем сюда смело ставить обычный гипсокартон 6,5 мм и уже сверху розеточку накидывать. Осталась розетка и угол, вот этих два места. Вот такая розетка, она получается 132 на 200, по-моему, 30. Да, на 230. Раз, два, три, четыре из 5 частей. Она вот так состоит. Такая розеточка. Здесь по центру. Сразу для крюка там закрепили, мощно укрепили. Товарищ помогал, подвис 80 килограмм. Подвесил сюда 10-я шпилька, короче, чтобы потом в крюк вкрутить можно было. Вот шестерочку вставили, гипрок тоже сюда. Вон так угол вблизи. Вот такие уголочки. Да, конечно, вблизи они огромные, но снизу они вообще не огромные. Снизу они как бы и нормальные. На такой высоте, тут 4,43, мы мерили 4,42, по-моему, высота. Что-то такое. На такой высоте они выглядят как бы не очень большими. Пока мы там устанавливаем, тут само оно мажется. Подмазывается само потихонечку. Там аудиокнига у них. Вот. Черная летучая мышь. Про черную летучую мышь аудиокнига. Вот. Потихонечку замазывается. Сквозь витраж в комнату падали желтые, синие и красные. Там еще снять. За стеклами, казалось, был Ты что? солнечный день. Вот так. Ну, не стой, почти вот. Ну, не просто стой. Подмазывай. По-спартански. Подмазывай хорошенько. Уголочки. Накрытым конической крышкой. А вот все и установлено. Все собрано, все поставлено. На этом у нас закончился новодел на этом объекте. Ну, монтаж. Монтаж на этом закончен. Порезка установлена снизу. Углы. Вот они.
Ну, такое, я не знаю, в камеру это не особо влезает. Мне надо присесть, получается, чтобы это как-то хотя бы влезло в камеру. Ну, вот я присел, оно влезло. Наверное, получается по одной вот так стороне, наверное, 3,50 на 4 с копейками, может, на 4,20, я не помню точно. Ну, то есть 3,5 на 4 с копейками. Вот такое что-то. Надо отмазать, конечно, это все, но это установлено, самое главное. Это уже стоит, установлено, да, трудность была с этими гипроками, которых там 2 девятки, это, конечно, не круто, ну ладно. Главное, это все на месте. Теперь порезка, я показывал, да, она стоит на нас вот так, как бы, вот она нагибается чуть-чуть. Это не прямо, посадочное гнездо не так, а вот так. То есть, чтобы она смотрит на нас. И как бы, ну, это дает некий эффект такой прикольный. То есть, что порезка, она как бы на нас смотрит прям, яички. Видно пояски все. Я стою где-то на центре комнаты, да. Видно все пояски у порезок. Ну, хорошо. Ну, отмажется. Посмотрим, когда будет отмазано. Вот. Ну, розетка вот такая. Вот она. Вот так. И все равно не помещается. Мне вот с высоты моего роста нет, не помещается в камеру. Вот это странные книжки, аудиальные. Вот какая Саша маленькая по сравнению с этими всеми потолочками. Ну, помаленьку подмазывается. Я смотрю. Вот так. Ну да, когда вот нет сравнения, кажется, ну потолок и потолок, что-то такое. А вот так, если посмотришь, то это вот так приблизительно выглядит. Ну да, очень большое все, очень большое, прям громоздкое, огроменное. Вот, если там смотреть так, как вот Саша, рост ее, и вот такие штучки. Ну что тут, 3 девицы под этими, под пузатыми чуваками, карапузами. 3 девицы под пузатыми карапузами. Ой, ну нет. Ну ладно, тогда не буду. Вот. Да, не быстро она у меня мажется, конечно. Ну да, но и не должна была быстро мазаться. Не должна была быстро мазаться. Потихонечку, потихонечку, втроем уже веселее будет. Или не очень веселее. Не самое веселое. Ну, хоть чуть-чуть. Вы членили альфа-самку? Да. Спасибо, что не расчленили. Посмотрим на ее поведение. Ну ладно. Потихоньку продвигается. Так, это видео я записываю как видеофиксацию того, на возможные вопросы про масло, про серьезные большие работы на потолках, где существует какая-то краска или много слоев краски, которые нужно снимать не обычным способом, а с применением специальных средств. Давайте посмотрим, чего у нас есть. Этот потолок мы не освещаем на основном канале, у нас нет на YouTube канале. Здесь 55 квадратных метров. Потолок, везде покрытие, несколько слоев масляной краски. Мы используем смывку, вот видно там она под компрессом. Мы прошлись на один раз, вот такой вот небольшой кусок. Это один раз только удалили краску, а надо еще полностью прочищать. То есть по сравнению с тем, когда мы работаем с мелом, у нас мел здесь частично убран под краской, под слоями, а потом еще несколько слоев краски. Поэтому это получается очень медленно. Когда мы дойдем до какого-то момента определенного, я уже начну озвучивать цифры приблизительно, сколько у нас уходит времени на это. Времени уходит на это очень много. Намного больше по сравнению с чем мы работаем с мелом, когда чистый мел. Сейчас пойдем посмотрим. Парогенератор. И местами она сходит хорошо, где-то вот на таких местах вот краска. Парогенератор может быть не обязательным явлением. И где-то в каких-то местах. А вот здесь хорошо, там есть мел, например, вот здесь. Тут мел был. То есть надо будет чистить, расчистить вот до такого состояния сначала расчищается, когда остается чуть-чуть краски. И понятно, что рисунок еще забит, и после этого надо удалить еще краску одним проходом, и только потом можно работать так, как будто бы мы чуть-чуть стерли мел первичный, как будто бы здесь была меловая побелка. То есть это очень сильно удлиняет работы и усложняет их. Вот так вот это как бы по чуть-чуть, по чуть-чуть. Вот. И причем смывка применяется, мы применяем смывку риса.
Она чуть жидковата такая, вот такая она чуть-чуть как бы. И она не хочет удерживаться на вот таких вот поверхностях отрицательных, поэтому вот здесь она была, но как будто бы и не была. То есть вот это видно. То есть она не очень-то хорошо сходит. Местами вот она и остается, то есть ее не содрать, надо будет еще раз намазывать. Вот так. То есть после первого какого-то прохода остаются вот следы еще краски, тут краска, тут краска. И, собственно, рисунок полностью забитый. Потом, когда мы расчистим как-то, я покажу где-то, как это уже выглядит полностью расчищено. У нас даже было какое-то место, вот здесь, по-моему, пробно, полностью расчищено. Это надо, как бы по сравнению, если бы был чистый мел, здесь чуть-чуть как бы получается не так рельефно. Все равно краска работает, когда краска, она полностью облипает это все, то есть вода, влага работает изнутри с ней, и поэтому какое-то отпаривание происходит, то есть за много лет под этой краской влага пытается выйти, она конденсируется, скапливается вот здесь под слоем и как-то негативно работает с, как бы вот с самой поверхностью, с самим основанием. Вот такие вот моменты происходят, когда облетает, просто реально облетает накрывка карниза, например. И это дополнительные усилия потом на ее восстановление. Вот с той стороны она у нас полностью улетела. Просто отпарилась блоком целым. Потому что это гипс, краска, гипс, а внутри у нас само тело, оно штукатурное дальше. Это накрывка, только накрывка гипсовая. И она имеет свойство отваливаться. Так, медленно. Очень медленно. Ну и за раз это не получается. Получается, это как бы провоцирует нас на большее количество подходов, если можно так сказать. Вот так по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. По миллиметрику. Че? Мы продвигаемся очень медленно. Здесь я прикинул, здесь комната 50 квадратов. А фриз, он же загибается еще сантиметров на 50. Короче, около 70 квадратных метров здесь получается всего. И вот сколько мы сделали, а мы, получается, на всех, на троих, мы делаем, наверное, 1,5 месяца уже. Вот эту вот, только вот эту работу. Около 2 месяцев на троих занимает вот эта вот работа. И при том, что она идет, она еще идет и идет более-менее. То есть за 2 раза, первый раз укрыли, сняли, и второй раз дочищаем, проходим. Вот. Вот столько и такой вот результат. Конечно, он намного хуже, чем если бы здесь был чистый мел. Вот так. Осталось четверть, но еще, да, около 2 недель, наверное, мы будем возиться с этим. Как есть, без дополнительного света. Значит, зашел в прихожую. Это такая прихожая тут. Тут зеркало. Вот эти зеркала, филенки на стенах. Не знаю, как камера видит, без света, со светом. Со светом будет, наверное, тоже не особо. Вот как вижу я, так она и видит приблизительно. И вот так. Высота везде 4,50, по-моему, да? Розетка. Вот такие. Тут собственница смелая. Она вот так смело, вот такие вот вопросы цвета решила здесь вот так. Да, это круто, конечно, это очень круто. Этот потолок, здесь было 45 квадратов масляной краски. И не один слой, естественно. Здесь чуть-чуть колеровано, чуть-чуть заколеровано. Здесь не покрашен потолок абсолютно. Выглядит, конечно, безумно с такими стенками. И такая, это самая, люстра. Она более 2 метров, наверное, или 2 метра. Ну, вот так. Так, в эту сторону пойдем. Пока дают, пока разрешили поснимать чуть-чуть. Покажу в углу, какой красавчик тут стоит. Вот такой вот. На ножках такой светильничек стоит. Очень крутой, этот самый, алюминиевый. Так мне он нравится, вообще безумно нравится. Кухня. Вот так. Вот так, вот так, вот так. Вот так. Так, и из этой дивной старины перейдем еще чуть-чуть. В чуть-чуть еще старину. Здесь остаток десюдепорта. Здесь старый десюдепорт, то, что осталось вот в квартире от такого большого, огромного чего-то. И здесь без покраски. Тоже без покраски. И переход туда на потолок. Уже потолок под 1 тон с этим самым. Со стеночкой. Полностью однотонно. Это выглядит, да, это выглядит классно. Конечно, это выглядит классно. Смотри, туда. Ого. Ну да, высота приличная, высота 4,5. Этот картуш в разлете около 2 метров. И везде санузлы вот таким образом сделаны.
Не буду по всем ходить санузлам, их несколько, но один из них можем посмотреть. Вот так. И вот так, и вот так, и вот так, и вот так с плиточкой. Прекрасно, просто прекрасно. Так, и пойдем в мастер-спальню. Мастер-спальня тоже смело, очень смело. Ну, я не знаю. Собственница делала себе, она придумала для себя, и она очень смело для себя решила. Я ей даже говорил, что типа, вот если бы вы смогли бы так кому-то другому сделать, я бы прям, не знаю, я бы прям сказал, это супер было бы тогда уже. Это было бы в комбо просто. Надо обладать такой смелостью, да, работать так с цветами, чтобы так вот получалось, чтобы получалось настолько красиво. И вот так, и тут печка. Макет, понятное дело, что здесь она не могла бы никаким образом находиться по-правильному. Вот такие потолки, и такие люстры. Вот. И вот, и вот, и вот так. И вот так. Ну, очень геометрично. Очень геометрично. Очень много геометрии. О, пойдем еще в санузел, пока дают. Опа. Пока дают санузел зайти. Вот такой вот уголочек. Тут зелено. Тут зеленый этот самый. Плиточка, я не буду опускать вниз, не буду везде просматривать. Так, посмотрим просто, что как оно. Вот так. Здесь вот так. А никак по-другому не посмотреть, потому что если я выключу свет, тут ничего не видно абсолютно. Здесь детская. Взрослым вход запрещен. Но я зайду, потому что никого нет пока что. Разрешили мне зайти. И вот. А вот. Конечно, люстра, для детской эта люстра, конечно, пушка просто. Мне так нравится. Вот мне в детстве такую люстру. Она огромная. Это розетка 2 метра. И люстра такая же в разлете получается. Тоже около 2 метров. Просто супер. Супер-пупер. Вот так. Я специально не снимаю мебель, как выглядит, ну, потому что это уже очень интимно, индивидуально. Я показываю нашу работу, то, что мы делали просто. Поэтому стараюсь мебель не захватывать. Ну, люстра это как бы часть компоновки. И люстры надо показывать. Ну вот. И выходим из детской. И так можно вернуться, посмотреть еще раз. Вот. Вот такой вот потолочек. Старый. И если смотреть выход в прихожей, то туда там тоже еще были помещения. Но там все то же самое. Такие же карнизы, как и здесь. То есть там такие вспомогательные помещения. Ну, в общем, чего? Это круто. Конечно, это круто. Это очень круто, это очень классно, это смотрится прям, это смотрится очень серьезно, прям очень серьезно и очень смело, очень смело. О, какая люстра, она не помещается мне в камеру, эта люстра. Чисто в завершении пару слов из такой красивенькой парадочки. Красиво это получилось, да, это получилось красиво. Серьезно это было, да, это было серьезно, потому что это очень большой размер всего. То есть там какие-то сотни метров этих карнизов, это огромные размеры везде, потому что мы старались ближе к реальным штукатурным карнизам, к реальным, которые исторические, подходить размерами. Это было много, это было круто, это было хорошо, а получилось прям серьезно получилось. Вполне себе достойно, я бы даже так сказал. На этом до свидания. Всего доброго. Пока-пока.